Представьте себе, черные зубы – признак утонченности, а выбритые брови – символ красоты. Стандарты красоты в древней Японии могут показаться странными, а местами даже пугающими. Всем привет, с вами Тори-чан. Сегодня я расскажу вам о самых необычных чертах идеала красоты в древней Японии и как они повлияли на современные тренды. Но для начала давайте поговорим о современном идеале красоты в Японии. И первое, что сейчас больше ценится во внешности, это идеальная кожа. Не только в Японии, но японки особое внимание уделяют уходу за кожей. Здесь совершенно не популярен загар, и считается, что кожа должна быть светлая, без пигментных пятен и веснушек тоже. И поэтому японки пользуются каждый день солнцезащитным кремом и разными осветляющими кожу сыворотками. Кроме этого, здесь не популярна матовая кожа, как было раньше на Западе, и любят более блестящую, с таким как здоровым естественным сиянием кожу. Это называется цуяхада на японском языке или glass skin на английском. И поэтому многие используют специальные блестящие крема, тоналки и пудру. И в целом сейчас любят делать так называемый умытый макияж, на японском это называется суппинфу мейк, когда не видно, что вы накрашены, вы как будто не накрашены, но по-настоящему вы накрашены. Для такого макияжа не используют плотные тоналки, а используют BB-крем, брови делают натуральной формы, не используют яркие цвета для теней или щек и не делают супер длинные ненатуральные ресницы. Второе – это маленький рот и губки бантиком. В Японии совершенно не популярны большие губы, поэтому здесь их никто не качает, не увеличивает и не популярно красить губы, чтобы они казались больше. Чаще используют натуральные цвета, как розовый, блестящий, также любят градиент, поэтому красят, допустим, розовым или красным в середине и растягивают до краев, как градиентные губы. Третье – это нос с переносицей. Не у всех людей азиатского типа лица есть переносица, и, как мне говорили знакомые, это не очень удобно, поскольку очки падают с лица и не держатся, но также в Японии считается красивым, если у вас так называемый высокий нос, то есть вот эта вот часть. И если вы будете в Японии, вас, скорее всего, похвалят за ваш высокий нос, поскольку многие японцы хотят себе такой нос, и некоторые даже делают операцию, но чаще просто макияжем добавляют такую как тень, чтобы казалось, что нос побольше размером, чем он есть. Четвертое. V-образная форма лица и узкий подбородок. В Японии не любят выделять скулы, поэтому контуринг не делают и любят более овальную форму лица, зауженную к низу, с треугольным подбородком. Поэтому многие японки любят ходить в салоны на массаж по улучшению формы лица, и также в Японии в последнее время популярны EMS-устройства, которые тренируют мышцы, улучшают контуры и делают кожу более упругой. Я уже показывала, что дома я использую вот такие EMS-гаджеты. Это от японской фирмы Yaman, которая работает на японском рынке уже более 47 лет и очень популярна среди японок как альтернатива салонным процедурам. Я, наверное, не знаю ни одной японки, которая не знала бы эту фирму. Использовать аппарат Liftology супер просто, проще уже, наверное, некуда. Берем серум, который был в наборе, наносим его на лицо, включаем. Управление очень простое, интуитивное. Дальше выбираем уровень heat, тепла, и силу EMS, электрического потока. И прикладываем. Чувствуются такие небольшие, как толчки, пульсация, я бы сказала. Используя аппарат Yaman Liftology, можно всего лишь за несколько минут подтянуть мышечный каркас лица прямо у себя дома. Использование очень простое, просто приложить к лицу. Поэтому можно, допустим, после нанесения уходовой косметики сделать стимуляцию EMS, которая помогает косметике лучше впитаться и делает лифтинг ваших мышц, и после этого наносить обычный макияж. Это настоящая находка для тех, кто хочет улучшить тонус кожи, а также контур лица, и при этом не слишком много времени тратить на уход, 2 минуты на все лицо, куда уже короче. И также по промокоду TORITOP сейчас действует скидка 10%, поэтому кому интересно, ссылки на официальные сайты Yaman в разных странах я оставлю в описании этого видео. Кликайте. Пятая черта, которая ценится во внешности в наше время, это двойное веко. И бывают японцы, кто рождается с двойным веком, но это скорее редкость, чаще с одинарным. И поэтому здесь не редкость, когда люди делают себе операцию по созданию двойного века или используют разные специальные приспособления, как, допустим, клей, чтобы склеивать веки и создавать видимость двойного века. И шестое – это хрупкий силуэт. Одна из черт идеала красоты в современной Японии – это быть маленькой,
маленькой, худенькой, хрупкой девочкой, поэтому быть слишком высокой или слишком накачанной, с прессом, вот такой вот попой, или наоборот пухленькой, в Японии не относится к идеалу красоты. И даже более того, здесь нет как на Западе, что у девушки должна быть вот такая фигура, с вот такой вот грудью, попой, талией вот такой, а наоборот считается, что плоская фигура это красиво, поскольку ты хрупкая, невесомая, и поэтому многие японские девушки любят носить оверсайз одежду, которая показывает тебя, как будто ты в большой одежде смотришься более хрупкой, и также такие как длинные милые юбки, более женственный образ в общем. В 2025 году идеалом красоты в Японии считают вот этих знаменитостей, и думаю, у них у всех есть что-то общее между собой, но мало что общего с идеалом красоты в Японии 1400 лет назад. Это были времена, когда японцы активно сотрудничали с Китаем и плавали туда на кораблях для обучения иероглифам, буддизму, много еды позаимствовали в те времена, как тот же рамен, и тенденции моды тоже. Говорят, что именно из Китая в Японию впервые пришло понятие, что белая кожа – это символ красоты, которая осталась в Японии даже 1400 лет спустя. Но главное отличие, что в наше время японки больше ценят натурально светлую кожу, а раньше именно выбеливали кожу в белоснежный цвет, используя специальную пудру из перетертых моллюсков, камней, риса и так далее. Белая кожа была главным признаком красоты, не только потому, что символизировала аристократичность, в отличие от загорелой от работы в поле кожи, но также есть теория, что выбеленное лицо действительно смотрелось привлекательнее в те времена, когда не было освещения, кроме свечей. Второй признак красоты в древней Японии – это круглое, пухлое лицо с щеками, полная противоположность современности. Это называется лунное лицо, и тренд на такую круглую форму длился до эпохи Эдо, это примерно 1600-е года. В эпоху Эдо было популярно более длинное лицо и подбородок формой Фуджи-Аго, как гора Фуджи. Третья черта красавицы в древней Японии – это выбритые брови и нарисованные брови-полоски на лбу. Одна из теорий, почему натуральные брови считались некрасивыми, потому что брови передают все наши эмоции на лицо, делая его более агрессивным и грубым, как раньше считалось, и также было недопустимым для людей высших слоев показывать свои эмоции, поэтому сбривали брови и рисовали плоские такие полоски короткие на лбу, что делало эмоции менее понятными и лицо казалось более спокойным. В эпоху Хэйан, это примерно 700-е годы, это была мода аристократов, но в эпоху Эдо, это примерно 1600-1800-е года, было популярно сбривать брови, если вы вышли замуж и у вас родился ребенок. Вот такая мода. Четвертое. Охагуро. Черные зубы. В древние времена в Японии черные зубы считались символом аристократичности и красоты. Изначально такая традиция красить зубы в черный цвет появилась примерно в 700-х годах среди японской знати, и тогда, как символ совершеннолетия, девочкам в возрасте примерно 10 лет сбривали брови, выбеливали лицо и зачерняли зубы, используя специальный ацетат железа, полученный замачиванием железных опилок в уксусе или чае. Обычные белые зубы считались признаком простолюдинов, поэтому у японской знати эпохи Хэйан была их личная утренняя рутина, когда они выкрашивали зубы в черный цвет, поскольку хоть этот раствор и делает их темнее, но не навсегда. Со временем черные зубы стали именно больше женским атрибутом. Допустим, в эпоху Эдо, это 1600-1800-е года, замужние женщины выкрашивали зубы в черный цвет как символ верности, поскольку черный считался вечным цветом. Этот ритуал был распространен среди знатных женщин, гейш и замужних дам с 8 века и до конца 19 века, когда правительство Мэйджи запретило эту практику. Современные японцы без понятия, почему раньше черные зубы считались красивыми. Есть теория, что черный цвет раньше символизировал аристократичность и вечность, и также черные зубы не отвлекали от белой кожи, что было самым главным. Моя теория, что просто на фоне белой кожи натуральные зубы смотрятся желтыми, поэтому у кого-то возникла идея наоборот, сделать их черными. И хотя в наше время черные зубы уже не являются эталоном красоты и элитности, в Японии до сих пор не особо популярна идеальная улыбка с белыми прямыми зубами. Здесь скорее ценят натуральность, поэтому если у вас немного кривые зубы, это скорее считается вашей изюминкой. И поэтому здесь особо не ставят виниры или брекеты без необходимости и не отбеливают зубы в цвет бумаги.
5. Тонкие глаза с длинным разрезом. Раньше считалось, что большие круглые выпученные глаза – это слишком вызывающее, и ценились более мелкие черты лица. Но я думаю, вы уже поняли, эта маска не чудовища, а древней красавицы. Что очень хорошо понятно из древних картин, где, по идее, можно было бы нарисовать что угодно. Огромные глаза, огромную грудь, но рисовали именно круглые белые лица и тонкие глаза, как полоски. 6. Это маленький рот. Красную помаду специально наносили только в центре губ для создания эффекта маленького рта. Так же, как и большие глаза, большой рот не подходил под древние идеалы красоты, когда считалось, что красивое лицо должно быть спокойное и не эмоциональное. И мне особенно понравилась выписка в книге о древней красоте, которую я читала, где говорилось о том, что когда в Японию впервые приплыл корабль с европейской женщиной на борту, японцы подумали, что это ведьма, потому что у нее были настолько большие глаза, большой нос, большой рот. И для них это было больше пугающе, чем красиво. 7. Черта лица, которая в Японии считалась красивой в древности, это маленький нос с переносицей. И я удивилась, поскольку я раньше думала, что считать эту часть носа красивой в Японию пришло с Запада. Но оказывается, эта часть носа в Японии считается важной еще с древних времен. 8. Символ красоты – это длинные черные волосы. В эпоху Хэйан знатные японские девушки отращивали длинные черные волосы, которые держали распущенными. Идеальной длиной волос считалось, чтобы волосы были длиннее твоего роста на 30 сантиметров. Поэтому я себе представляю, что они, наверное, всю жизнь волосы просто не стригли. Говорят, что длинные черные волосы подчеркивали изящность и белизну лица. В наше время прямые черные волосы в основном носят японские школьницы, потому что часто в школах нельзя волосы красить или завивать. Но как только они поступают в университет, у них сносит крышу, и они красят волосы в любой цвет, который им захочется. Но даже при этом в Японии особо не популярно красить волосы в яркие цвета, как, допустим, тот же блондин или рыжий. Часто красят в более натуральные оттенки, как, допустим, молочный чай или русый. Прически любят более легкие, завитые локоны, слои, редкая челка. Все, чтобы создать эффект маленького лица. 9. Это длинная шея как знак утонченности. И любовь к длинной шее в Японии появилась примерно в 1600-е годы, в эпоху Эда, когда японки начали носить кимоно, оттопырив воротник, чтобы сделать акцент на шее как единственной открытой части тела. Шея считалась одной из самых привлекательных частей тела, поэтому ее подчеркивали, оттопырив воротник и отбеляя пудрой. И даже в наше время шея в Японии считается одной из самых сексуальных частей тела, даже более сексуальной, чем, допустим, грудь, разрез показать. И есть даже специальное название для вот этой вот части, это называется эриаши, часть шеи, где у вас заканчиваются расти волосы. Это считается самое сексуальное в Японии. Настолько, что даже пытались в одной из школ запретить девочкам поднимать волосы в хвост, вот так вот, чтобы не совращать мальчиков и не отвлекать их от учебы. Уверена, что это какие-то фантазии были учителя скорее, а не мальчиков. И 10. элемент идеала красоты в древней Японии – это низкий рост и легкая упитанность. Низкий рост ассоциировался с той самой утонченностью и хрупкостью, а легкая упитанность с аристократичностью. И хотя по нынешним стандартам красоты на японских древних картинах нарисованы не совсем красавицы, многие современные тренды можно объяснить историей. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И увидимся еще. Всем пока!